Привет всем! Как упоминал в прошлом видео, множество последовательных действий, использующих колбеки и ожидания событий, часто приводят к трудночитаемому и трудноподдерживаемому коду. В примере, который вы видите, основная логика отвечает за последовательное ожидание нажатия на кнопки. Она смешивается с логикой подписки и отписки на события и разбросана по разным методам. В масштабных проектах это усложняет отслеживание выполнения действий. Один из способов упростить как написание, так и поддержку – это использовать async await. Async await – это ключевые слова в C#. Async указывает, что метод является синхронным, а await приостанавливает выполнение метода до завершения синхронной операции. Чтобы пример выглядел более реалистично, учтем и возможность прервать сценарий и отменить ожидание каких-либо действий. В данном случае потребовалось бы отслеживать, на каком этапе мы находимся и какие ресурсы следует освободить, отписаться от событий. При отмене задачи тоже потребуется модифицировать код. Хотя логика отмены задачи и делает код менее привлекательным и более нагроможденным, это не уменьшает удобство использования async await, особенно при работе с длинными цепочками действий. Прежде чем мы начнем, отмечу, что буду рассматривать использование async await исключительно с базовыми классами из библиотеки .NET. Однако данные подходы также применимы и к другим библиотекам асинхронного программирования, таким как Unitask и Awaitable от Unity. В большинстве случаев потребуется только заменить название нескольких классов. А теперь рассмотрим, как превратить любое событие в задачу. Для начала упростим наш пример с async await и начнем с создания метода, который превратит логику ожидания нажатия на кнопку в задачу. Создадим метод waitButtonClickToTask, принимающий button. Добавим подписку на событие onClick и обработчик этого события, который пока будет только отписываться от события. Фактически мы просто перенесли логику подписки и обработки события в отдельный метод. Чтобы мы могли применить await к нашему методу, он должен возвращать задачу, и для этого нам потребуется taskCompletionSource. taskCompletionSource предоставляет задачу и позволяет вручную завершать и управлять ее состоянием, что полезно в сценариях, где выполнение задачи зависит от внешних событий. taskCompletionSource позволяет вернуть результат задачи и существует только в обобщенном виде. Если результат задачи не нужен, можно указать любой тип. Для простоты обычно используется bool, поэтому в нашем случае мы используем именно его. Теперь вернем задачу, которая управляет taskCompletionSource, обратившись к свойству task. Чтобы завершить задачу, достаточно вызвать метод setResult у объекта taskCompletionSource. Добавим вызов этого метода в обработчик события onClick. Теперь задача будет завершаться, как только будет нажата кнопка. В результате ожидание этой задачи в методе play также завершится и выполнение продолжится. Для других библиотек существуют соответствующие классы. Для Unitask это Unitask Completion Source, для Unity Awaitable – Awaitable Completion Source. Теперь рассмотрим, как отменить задачу, если больше не требуется ждать нажатия на кнопку. Создадим локальный метод onCancel и добавим в него логику отписки. Теперь как-то нужно вызвать этот метод в случае отмены задачи. Для того, чтобы сообщить о синхронной операции, что ее необходимо остановить, используется Cancellation Token. А для управления токеном используется Cancellation Token Source. Создадим экземпляр объекта Cancellation Token Source и, обратившись к полю токен, передадим токен в метод waitButtonClickToTask. Чтобы инициировать отмену, вызовем метод Cancel. Вернемся в метод waitButtonClickToTask. Чтобы обработать отмену операции, нам потребуется подписаться на событие отмены токена. Вызовем метод Register и укажем локальный метод onCancel. Вызовем метод setCancelled у taskCompletionSource, чтобы указать, что задача отменена. В отличие от завершения задачи, когда ожидающий метод просто продолжает выполнение, отмена задачи вызывает исключение OperationCancelledException, которое необходимо обработать в ожидающем методе. Добавим блок tryCatch и укажем исключение OperationCancelledException. В контексте использования задач также используется исключение taskCancelledException, производная от OperationCancelledException, но предоставляющая информацию о задаче. В других асинхронных библиотеках также могут использоваться специфичные для них исключения. Чтобы данные примеры было проще применить к другим библиотекам и не теряться в догадках, почему исключение не было поймано, оставим OperationCancelledException. Осталось только вызвать метод dispose для Cancellation Token Source, чтобы освободить все ресурсы, связанные с этим объектом. Поместим вызов в блок в Finally. Можно было бы сказать, что все готово. В контексте данного примера так и есть, но если бы мы сразу не освобождали объект Cancellation Token Source,
то повторный вызов cancel приводил бы к повторной отмене задачи, что привело бы уже к другому исключению. Поэтому снова вернемся в метод waitButtonClickToTask и обратим внимание на метод register объекта cancellation_token. Когда мы подписываемся на событие отмены с помощью метода cancellation_token_register, он возвращает объект cancellation_token_registration. Этот объект позволяет управлять регистрацией отмены. Добавим вызов метода в dispose объекта cancellation_token_registration перед завершением и отменой задачи. Чтобы избежать ошибок компиляции, предварительно объявим переменную cancellation_token_registration и присвоим ей значение default. Как финальный штрих добавим проверку свойства объекта isCancellationRequested и отменим задачу, если необходимо. Теперь сделаем метод более универсальным и назовем его event_toTask. Вместо конкретного объекта метод будет принимать два делегата, один отвечающий за подписку на событие, а второй за отписку. Конечный вариант будет выглядеть так. Аналогично можно создать метод, преобразующий метод с callback'ом в задачу. В заключении хотелось бы сказать, что асинхронное программирование с использованием async-await делает код более компактным и последовательным. Теперь продолжение действий не разбросано по разным методам, что значительно упрощает чтение и поддержку кода. На этом все. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал, отписывайтесь в комментариях и ставьте лайк, если видео было для вас полезным. Всем удачи и пока-пока.